Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам на 19 февраля. Поговорим о православном празднике, поговорим о народном календаре, а также поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 19 февраля. Итак, друзья, далее все более подробно. Итак, друзья, в православии в этот день, 19 февраля, посвящен памяти святого, чьи деяния и подвиги прославляет имя Господа и вдохновляет нас своим примером. Поэтому сегодня, 19 февраля, мы вспоминаем преподобного Вукола, епископа Смирнского, истинного угодника Божия. Святой Вукол с самого детства отличался добротой, целомудрием и незлобием. Его духовным наставником и путеводителем стал великий апостол и евангелист Иоанн Богослов. Благодаря своим духовным качествам и просветительским способностям Вукол был избран епископом города Смирны, что находился в Малой Азии. Владычица Смирны, прославленная своими мученическими подвигами и глубокой верой, доверила Вуколу важное духовное руководство своей общины. Под руководством святого епископа город Смирны стал центром духовной жизни и местом, где взращивалась истинная вера в Христа. Святитель Вукол прославился не только своей духовной мудростью, но и чудесами, совершенными по молитвам его. Люди говорили о том, что на месте его захоронения выросло миртовое дерево, которое имело удивительные целительные свойства. Многие больные приходили к святому, и многие из них получали исцеление от своих болезней благодаря его молитвенной помощи. Святой Вукол скончался около 100 года нашей эры, оставив после себя яркое свидетельство веры и любви к Богу. Его память сегодня чествуется православной церковью, напоминая нам о важности следования пути духовного роста и совершенствования. Ну а в народной мудрости и в традициях этот день назвали как Вукол-телятник, телятница, или просто этот день часто ассоциировался со святым Вуколом. Почему же именно такое название было в этому дню, как Вукол-телятник или телятница? И ответ, друзья, кроется в древних традициях и обычаях, которые были связаны с этим днем. В этот день, согласно преданиям, святой Вукол особенно оберегал новорожденных телят и помогал им выжить в непредсказуемых условиях. Вукол, или как еще его называют, Вукол-телятник, символизирует заботу и защиту над молодыми животными, которые в этот период особенно уязвимы. В народных представлениях этот день стал временем, когда наши предки особенно бережно относились к своим животным, оберегали их от болезней, внезапных бедствий и хищников. Телятница, как и Вукол, связана с этим днем достаточно тесно, потому что она призывала к заботе и о телятах, и о защите, и о благополучии. Это был период, когда селяне уделяли особое внимание своему стаду для того, чтобы обеспечить ему все необходимое для роста и развития. И, конечно же, святой Вукол и праздник 19 февраля напоминает нам о важности заботы о скоте, о необходимости бережного отношения к природе, к животным, которые дарят нам молоко, мясо, другие продукты. Это время, когда мы можем с вами задуматься о своей ответственности перед животным миром и о том, как мы можем сделать их жизнь лучше. Одним из обычаев, который практиковался в этот день, было окуривание хлева, где находилась отелевшаяся корова чабрецом или тимьяном. Это считалось древним способом оберегать молоко от болезней и обеспечивать его качество. Правильно подобранные травы помогали поддерживать здоровье скота и способствовали росту здорового потомства. Еще одним обрядом, связанным с этим днем, было так называемое моление молока.
После отела коровы и прошествия 12 удоев, считавшихся временем, когда молоко становилось годным к употреблению, проводился особый ритуал. Женщина в семье готовила кашу из молока, а затем совершала церемонию перед обедом, поднимая чашу с кашей над головой и произнося особые слова. Этот обряд считался символом благословения на плодородие и процветание. Кроме того, в сельских местностях знахари играли важную роль в помощи беременным коровам. Они даровали хозяйкам куски подсоленного хлеба, над которыми читали магические слова на легкий отел. Эти обряды и магические действия служили для защиты животных и обеспечения успешного процесса отела. В сельской жизни существовало множество поверий и традиций, связанных с такими важными событиями, такими как рождение новых животных или сельскохозяйственные работы. И одним из таких обычаев было строгое соблюдение правил в тот момент, когда корова отелилась. Древние крестьяне верили, что в день, когда корова отелилась, в доме не следует давать ничего взаймы ни в дар, чтобы не потерять прибыль, которую Господь направляет в дом. Это правило было соблюдаемо в тот момент, когда происходил отел коровы, а также в другие важные сельскохозяйственные периоды, такие как рождение животных или сеяние хлеба. Хозяева домов внимательно следили за соблюдением этих правил и отвечали отказом тем, кто приходил за помощью или чем-то взаймы во время таких важных событий в доме, даже если при этом отказывалось оказать дружескую услугу или дать что-то взаймы. Это понималось и принималось как необходимая мера для сохранения благополучия и процветания домашнего скота и хозяйства в целом. Вы знаете, 19 февраля – это день, который полон новых возможностей для заботы о своем здоровье и о благополучии своей семьи. В этот день многие люди обращаются к святому Вукалу, чтобы получить поддержку и помощь в укреплении своего здоровья и излечении от болезней. В этот день многие верующие молятся о здоровье своей семьи, о защите и о благополучии своих близких. Также 19 февраля – это отличный день для заботы о собственном здоровье и принятия мер для укрепления иммунитета и предотвращения возможных болезней. Это может включать в себя правильное питание, физическую активность, регулярные медицинские обследования и визиты к врачу. Также этот день благоприятен для начала новых здоровых привычек, таких как занятия йогой, медитацией, занятия спортом. Важно помнить, что забота о здоровье должна быть комплексной и охватывать различные аспекты вашей жизни. Люди, рожденные 19 февраля, обладают выдающимися качествами рассудительности и рациональности. Они отличаются тем, что способны внимательно взвешивать все свои решения и принимать обдуманные шаги, прежде чем действовать. Их аналитический склад ума позволяет им проникнуть в суть вопроса и найти самые наилучшие решения для решения тех или иных проблем или ситуаций. А вот камнями, которые подходят для людей, которые родились 19 февраля, друзья, это азурит и гематит. Азурит помогает развивать интуицию и внутреннюю мудрость, что подчеркивает их аналитические способности и помогает принимать верные решения. А вот гематит, в свою очередь, придает стабильность и уравновешенность, что помогает им сохранять спокойствие и самообладание в любых ситуациях. Поэтому люди, которые родились 19 февраля, обычно обладают исключительной способностью к саморазвитию и стремятся к достижению высоких целей. Они умеют ценить знания и постоянно расширяют свой кругозор, стремясь к постоянному улучшению себя и своего окружения. Что же касательно снов с 18 на 19 февраля, то знаете, что это время в ночь именно с 18 на 19 февраля считается особенно важным временем для того, чтобы через сны получить глубокое понимание о себе, о своих родственниках и роли в обществе. Дело в том, что народные приметы, связанные с этим периодом, имеют древние корни и основываются на том, что сны в эту ночь имеют особенную силу и значимость.
значимость. Обращаем ваше внимание, сны, которые снятся в эту ночь, могут быть предвестниками будущего, подсказками о настоящем и даже откровениями о прошлом. Они могут помочь вам увидеть себя с новой стороны, обнаружить скрытые аспекты вашей личности и понять, какие изменения вы должны внести в свою жизнь. Что же нужно было сделать в этот день, 19 февраля? 19 февраля, известный как день Вуколы Телятника, весьма особенный день, особенно для тех, кто верит в древние традиции и обряды. В этот день, согласно народному календарю, есть некоторые рекомендации и действия, которые можно предпринять для привлечения удачи и благополучия. Одним из главных аспектов этого дня является вера в помощь святого Вукола в поиске второй половинки. Многие верят, что помолиться в церкви в этот день поможет встретить свою судьбу и построить счастливые отношения. Так что если вы мечтаете о любви и о семейном счастье, обязательно стоит в этот день посетить церковь и попросить святого об этом. Кроме того, традиционным обычаем в этот день является варка овсяной каши и щедрое кормление домашних животных. Считается, что такой ритуал приносит удачу и процветание в сельском хозяйстве, а также способствует здоровью и благополучию животных. Таким образом, день Вукола Телятника представляет собой не только возможность привлечь счастье в личную жизнь, но и заботу о домашних питомцах и благополучие в семейном хозяйстве. Следуя этим традициям, можно надеяться на благословение святого и удачный и успешный день. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 19 февраля по народным приметам и традициям. И вы знаете, 19 февраля, известный как день Вуколы Телятника, сопровождается не только рядом обычаев, которые приносят удачу и благополучие, но и строгими запретами на определенные действия. Согласно древним поверьям, на этот день существуют определенные вещи, которые следует избегать, чтобы не привлечь несчастье и беду. Одним из основных запретов в этот день является рассказ о новорожденном теленке. Если кто-то узнает о рождении теленка и поделится этой информацией, то, согласно народным поверьям, теленок может умереть в скором времени. Поэтому в этот день важно воздерживаться от обсуждения этого события. Также следует избегать сегодня и глажения теленка по спинке. Верится, что это может привести к тяжелой болезни у животного, и шансы на его выздоровление, к сожалению, будут минимальными. Поэтому в этот день лучше воздержаться от контакта с теленком, чтобы не нарушить его здоровье. Еще одним важным запретом является отдача, вынос чего-либо из дома. Это может быть как хлеб, деньги или даже вода. Считается, что подобные действия могут привести к утрате семейного счастья, достатка и радости. Поэтому в этот день лучше воздержаться от таких поступков и быть особенно внимательным к тому, что вы отдаете из дома. Одним из запретов также связан с выносом мусора в этот день, особенно если корова начала процесс родов. Считается, что если в этот день выносить мусор, роды у коровы могут пройти тяжело, и теленок может родиться мертвым. Поэтому лучше воздержаться от подобных действий, чтобы избежать негативных последствий как для животного, так и для хозяев. Также не рекомендуется продавать молозиво в этот день, так как если продать молозиво в этот день, корова будет плохо доиться впоследствии. Этот запрет был связан с желанием оберегать здоровье и продуктивность домашнего скота. Еще одним важным моментом этого дня является то, что не следует кричать в этот день на корову, особенно если она долго мычит. Согласно народным поверьям, если корову начать останавливать, это может привести к тому, что все несчастья в доме останутся. Поэтому важно сохранять спокойствие и не накалять атмосферу в доме. Также еще одним из важных запретов этого дня являлось то, как называть теленка, рожденного в этот день. По поверьям, если теленка назовут так же, как и предыдущего, это может привести к его скорому уходу из жизни. Поэтому важно придумать ему новое, уникальное имя, чтобы оберечь его от беды.
Также не рекомендуется гнать с порога хлева, где происходит роды у коровы, умывающейся кошку. Считается, что кошка своим присутствием смывает с буренки боли, и роды проходят легко и безболезненно. Поэтому важно уважать это поверье и не мешать кошке выполнять свою функцию. Также в этот день не стоит рассказывать кому-либо сны, увиденные в ночь на 19 февраля. Народные поверья говорят нам о том, что сновидения в этот день обладают особой силой и могут сбыться. Если приснилось что-то неприятное или ужасное, лучше не рассказывать об этом другим, чтобы не призвать беду или неприятности в свою жизнь. Кроме того, еще одним запретом этого дня касалось приобретения нового кошелька. Считается, что если сегодня покупать новый кошелек, то денег в нем будет мало или вообще не будет. Однако, если кошелек был подарен вам, то отказываться от него не стоит. Чтобы привлечь деньги, рекомендуется положить в кошелек пятак, тогда финансовая удача будет сопутствовать вам. Также в этот день нельзя спрашивать у беременной женщины о поле будущего ребенка. Если задавать такие вопросы в этот день, это может знать предзнаменовением того, что малыш родится с большим родимым пятном или другими болячками. Поэтому важно воздержаться от подобных вопросов и не сулить будущему малышу неприятности. Поэтому, подводя итог, друзья, хочется сказать, что соблюдение этих народных запретов поможет вам избежать негативных последствий и поддерживать благополучие в этот особенный день. Прямо сейчас ставьте лайк, в комментариях, пожалуйста, напишите «благодарю», нам будет очень приятно. Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, поддержать, друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся уже в следующем видео.